Всем привет! Вы на канале Криптомета. Сегодня у нас в гостях Борис Поварь, SEO протокола Эйва. Мы познакомились с Борисом и его командой на форуме Blockchain Live в Москве в октябре прошлого года. Кстати, Борис, представь, мы несколько дней назад получили приглашение от форума стать официальными информационными партнерами. И 20-21 будем, собственно, на этом мероприятии. И очень надеемся, что кто-то из вашей команды там будет. Просто увидеть старых знакомых всегда очень приятно. С Борисом очень хотелось провести интервью на тему кросс-чейн, потому что как видится мне, как видится розничным обычным инвесторам, вот была бы такая фича, которая позволяла из любой сети в любую сеть перекидывать деньги, чтобы участвовать в самом лучшем фарминге, чтобы участвовать в стейкинге там, на локации и так далее, и все без заморочек. И вот парни из Эйва решили, что они могут взять и сделать такой протокол. Борис, собственно говоря, сегодня постарается ответить на те вопросы, которые я постараюсь ему задать, наиболее острые, правильные, своевременные и четкие. Борис, что такое протокол Эйва, простыми словами, для криптонов, для тех, кто уже в крипте, уже попробовал это, но как бы еще никогда не сталкивался с вашим проектом? Протокол Эйва — это протокол передачи данных в первую очередь и во вторую очередь передачи ликвидности между блокчейнами, между гетерогенными блокчейнами. Это значит не только эфир, но и блокчейны иной природы, такие как, например, Solana или там Мир или Algorand. Соответственно, наше ключевое отличие от многих в том, что мы не ограничиваемся только лишь кейсом передачи ликвидности. И поэтому, да, ты говоришь, есть некая боль розничных инвесторов. Ну, то есть на самом деле есть протоколы, которые уже решают там эту боль именно розничных инвесторов, которым надо токены передавать. Но мы смотрим шире на этот рынок, смотрим шире в том плане, что если уметь передавать именно данные, произвольные данные, то можно создавать приложение с гораздо более удобным UX в принципе, чем сейчас есть в DeFi. И это вообще другая парадигма, это переход от мультичейн подхода к кросс-чейн подходу. И, собственно, вот об этом протокол Эйва. У меня есть там пара примеров, но это больше про как бы внутреннее устройство, как он работает, если объяснять на пальцах. Да? То есть это на самом деле похоже, вот мы недавно там думали, это похоже на почтовую службу, то есть распределенную, представьте себе, почтовую службу, которая распределена во многих городах, там есть пункты приема посылок, есть собственно, какой-то транспортный уровень, который доставляет эти посылки в другие города. И если представить вот эти пункты приема как разные, условно, точки входа, да, в разных чейнах, то очень похоже будет на то, как именно транспортный уровень протокола работает. То есть это асинхронный, такой детерминированный алгоритм, или там, можно сказать, граф. Мгм. Вот, А какие таким данные, образом. какие данные вы сможете передавать между разными блокчейнами? Произвольные любые данные, которые можно засунуть в метод call. То есть вызов смарт-контракта, когда ты вызываешь смарт-контракт в эфире или программу в Solana, у тебя есть определенный байт-код. И эти байтики мы можем передавать. То есть, собственно, в этом и суть. То есть без каких-либо искажений передать информацию из одного чейна в другое. При этом не надо выполнять задачу доказательства Меркла. То есть, к примеру, Мгм. есть там такой, может быть, известный мир Rainbow Bridge, так называемый, который между эфиром и ниром. То есть он такой трушный, основанный на проверках дерева Меркла, но поэтому он очень дорогой и медленный, потому что для того, чтобы проверить, что такое Merkle Proof, я не знаю, надо пояснять. То есть это, грубо говоря, доказательство вхождения там, транзакции в глобальный стейт блокчейна. То есть цепочка блоков — это, в принципе, и есть дерево Меркла. И Мгм. когда мы говорим о том, что надо это доказывать, это значит, если я хочу доказать, что что-то есть в эфире, мне надо это иметь внутри своей цепочки. То есть если я в другой сети, там в нире, например, хочу доказать, что есть что-то в эфире, мне нужно всю, хедеры эфира подтягивать к себе, иметь его глобальный стейт. А это дорого, то есть это
глобально, если мы берем десятки чейнов, представляешь, из каждого в каждый подтянуть Miracle Proof, это, ну, нереально просто. Это Мгм. очень дорогостоящая штука получается и очень медленно работающая. Вот, то есть мы это заменяем консенсусом, собственно, нашего сайдчейна, то есть Мгм. который как децентрализованный оракул дает подтверждение тому, что да, мы подтверждаем, что эти данные правильные. В некотором смысле это и есть zero knowledge доказательство. То есть мы не используем zero knowledge именно криптографию, там, зики-снарки, но по сути, если кто-нибудь интересовался зики-снарками, то есть есть там история про пещеру Али-Бабы, то есть как ну, объясняют детям, что такое zero knowledge proof. То есть представьте себе, есть кольцевая пещера, где вот есть ну, вот вход с этой стороны такой бублик и выход с другой стороны условно, да. И, грубо говоря, задача звучит так. То есть я хочу доказать некому наблюдателю, что я знаю секрет, но при этом я не хочу разглашать секрет или не могу его разглашать физически. И, соответственно, я ему должен доказать, что я это знаю. Ну вот, и, соответственно, я вот, как это в этой пещере было, да, то есть я захожу там слева, да, я должен пройти по кругу, где-то внутри есть невидимая дверь, которой я скажу там, сим откройся, ну, вот этот секрет. Она откроется, и я выйду как бы уже с правой стороны. Вот. И сторонний наблюдатель может только видеть, что я зашел и вышел правильно. Да? Условно, вот Мгм. это zero knowledge доказательство. Вот в нашем случае нулевое знание состоит в том, что э, э, оракулы не доказывают destination сети, именно Merkle Proof не предоставляет, что вот там в эфире, например, произошла транзакция, да, ну, именно этот факт они не доказывают. Они доказывают, что они знают о том, что это правда. То есть Мгм. именно Мгм. тем фактом, Мгм. что у нас есть консенсус. У нас есть текущий консенсус, у него есть своя подпись, у каждой эпохи своя подпись. Вот, который говорит о том, что да, действительно, вот такое-то количество выбранных оракулов сказала о том, что эта транзакция там была. И у нее было достаточное количество конфирмейшенов, то есть финальность разная, да, в каждом блокчейне. Вот, примерно так это работает. Мгм. Ну, очень сложно для человека, который никогда не задавался вопросом подтверждения а, Не, на самом финансов в деле все разных очень сетях. просто. Я поясню. На самом деле все очень просто. То есть оракул – это такая сущность, которая просто, ну, например, ну, просто программа, да, которая посмотрела в блокчейн. Вот ты сделал транзу, там просто ну, депозит, там какой-то контракт, пришли деньги, а он просто видит, что вот транза есть, в ней там такие-то данные, там Вася отправил там $100. И видит количество подтверждений, что в эфире она заманилась, и там прошло 12 блоков, к примеру, или там Мгм. 10. Вот. Если это какой-нибудь тендермин, там типа Binance Smart Chain, там типа прошел финальность мгновенно, там один блок, и транзакция уже считается, что окей. Вот. Просто говорит, что да, я это видел. Мгм. Вот. Если мы говорим про кейс какой-нибудь Chainlink, то там это работает как? То есть каждый оракул, он по сути proof of authority, то есть он просто доказательство его неподкупности только в том, что вот он KYC прошел и все. И только Мгм. он деанонимизирован, типа, и поэтому он не будет гадить. Единственный плюс. И там нет автоматического консенсуса. Если я хочу, чтобы у меня был какой-то консенсус оракулов, например, в чейнлинке, я должен пойти с там 5-10 чуваками договориться просто вот так вот, вась-вась, типа, давай ты Мгм. будешь мне апрувить. Потом их прибить гвоздем, вот условно их адреса этих оракулов к себе в смарт-контракт и получать от 10 чуваков как бы, ну, ответ, что да, мы там прислали такие-то данные, мы согласны. И из них как бы собирать среднее ну, делать вывод, что все хорошо. Мгм. Вот. В нашем случае это происходит автоматически. То есть, грубо говоря, есть там сотни или тысячи желающих выполнить эту работу. В каждую Мгм. эпоху выбирают определенную группу тех, кто в течение, например, ближайших 2 часов будет этой работой заниматься. Если они эту работу, ну, они все получают, все, кто участвует ну, как бы в выборе текущей эпохи, они условно в лотерее участвуют. Мгм. А, м, то есть Направо, выбирается, направо подтвердить. да, случайным образом выбирается тот, кто в эту эпоху проходит. Но при этом вот все, кто подали заявку в эпоху, они уже получают награду. То есть они Мгм. не конкурируют между собой в этом Мгм. плане. То есть, по сути, если он
поучаствовал в этой лотерее, он уже награду получит. Но у него есть еще и как бы налог на это, что он должен поработать, если его выбрали. А если он не поработает, его можно слэшить. Вот, Мгм. там смысл вот такой. И, соответственно, выбирается таким образом группа, которая вот в течение 2 часов считается валидной группой, у них есть своя подпись коллективная, которая, ну, то есть это криптография, это BLS подпись пороговая, то есть Мгм. она агрегируется, то есть, соответственно, приватника никто не знает, этот приватник может условно собрать, вот, к примеру, 19 валидаторов эпохи, порог, например, 13. Значит, 13 из 19 должны сказать, что событие Было. произошло. Мгм. Было, да. И они выбраны случайным образом каждые 2 часа из, например, сотен желающих. Вот таким образом это работает. И, соответственно, это то, на чем можно опираться. И вот эта информация, вот эта цепочка доверия, она передается в другие сети. То есть Мгм. контракт бриджей в destination сетях, он, по сути, говорит о чем? Что вот первая эпоха, которую мы засетапили в начале, как некий trusted setup сделали, она подписывает следующую эпоху. То есть, когда меняется эпоха, ну, вот новую эпоху выбрали, но новый состав валидаторов, для того, чтобы он стал легитимным, предыдущие валидаторы должны ее подписать. Вот пока эта цепочка доверия идет, соответственно, все хорошо, то есть Мгм. протокол работает. Вот Мгм. таким образом. То есть, по сути, наш протокол в каждую destination сеть вот эту последовательность смены эпох передает. Он говорит, что был валидный ключ такой-то, вот следующий валидный ключ такой-то. И это меняется, условно, каждые там, 2 часа, ну и этот параметр, он выставляется в протоколе. То есть время эпохи, да, как часто она меняется, оно, ну, такое некое плавающее. Потому что может быть случай, что, например, а, Подрасчитают наперед, заглядывая, да? Кого не, надо может быть случай, что ломать. валидаторы начинают уходить в оффлайн. У тебя есть 19 валидаторов, а тебе надо минимум 13. И ты видишь, что их стало уже 15, и время бить тревогу и говорить, что давайте мы сменим эпоху сейчас экстренно, не дожидаясь, пока там отведенное время закончится. Потому что если не будет достаточное количество валидаторов, эпоху нельзя будет сменить. Они смогут подписать следующих, и придется как бы останавливать протокол и делать как бы перезапуск, ну, по сути, цепочку доверия заново запускать. Вот таким образом это работает. Борис, правильно ли я понял, что ваш конкурент, скажем так, который сейчас ближе всего к вам по смыслу, это Chainlink? Нет, А кто Chainlink по сейчас, смыслу не ближе. кто сейчас А, вообще вот те протоколы, которые тоже пытаются решить эту проблему? Ну, ближе всего по смыслу Axelar. Есть такой протокол Axelar Network. Вот. Мгм. Но отличие в том, что они делают только транспортный уровень. Ну, насколько мне известно, там, я и читал их white paper, там, следил за проектом. Они делают чисто транспортный протокол, то есть только data протокол. Вот. А у нас, соответственно, есть еще, ну, прикладной уровень, именно то, что непосредственно коснется и конечного пользователя. То есть есть сразу же применение этой технологии. У Мгм. Axelar ожидается, что это кто-то там разработает. Ну, я, конечно, там свечку не держал, я не знаю, может, у них какие-то есть там планы. Вот. Это ближе всего по нарративу к нам. Есть еще Layer Zero, так называемый протокол, тоже, в принципе, он похож чем-то на нашу парадигму. Мгм. Вот. И если технически говорить, то вот это, да. Chainlink, он в силу того, что это Proof of Authority, он не близок, то есть к нам. А, Можно Мгм. сказать, что вот есть протокол еще такой, Poly Network называется. Мгм. Известен как самый крупный в истории DeFi взлом, там был на $500 000, которые там, слава богу, вернулись. Вот, это, собственно, да, Poly Network. Но он тоже не близок, потому что там Proof of Authority, опять же. То есть, Proof Вот. of Authority, то есть, получается, всегда заранее известен валидатор вот этого конкретного оракула, да, так? Они там работают немножко по-другому, но суть в том, что те, кто, да, отвечают за валидацию данных в конечном итоге, это какая-то там ограниченная группа лиц или организаций, которые Мгм. отвечают, и там scalability вообще не заложены даже. То Мгм. есть Я понял. ну, где-то он заложен, то есть, например, по сути, в Chainlink есть scalability, просто там цена вырастает. То есть ты можешь подключить хоть 100 оракулов Chainlink, но ты заплатишь в 100 раз больше Мгм. условно. Я понял. Э,
там можешь выбить себе оптовую скидку, но тем не менее это будет гораздо дороже. Вот. А на уровне протокола, то есть вот в том же поле нетворке, то есть там для того, чтобы добавить нового валидатора в их вот эту поле цепочку, нужно, чтобы тебя запровило две трети валидаторов, те, которые есть. И кроме этого, это чисто политическое решение. То есть они там явно не настроены на какое-то там увлечение. Это Мгм. такое, это китайский проект. Это на базе Neo, Ontology Мгм. разработано. И это такая, я это называю китайский междусобойщик. Там Мгм. Binance, Мгм. Tron, там Huobi, Ясно, вот они ясно. там дружно там. Все с ними понятно. Борис, ты Да, сказал, что у вас есть уже полное понимание, как дать какой-то конечный продукт для конечного пользователя, помимо да. тех возможностей, которые предоставляют просто передача данных между сетями. Я думаю, что тут речь идет там о всяких сложных протоколах и о крупном бизнесе, возможно, и о корпорациях Ну да, даже. То есть это прям, это работа там B2B, бизнес-to-бизнес. Но есть вот да. B2C, то есть вот я, например, буду там, очень захочу в Binance закинуть деньги и тут же через вашу страничку просто подключиться к фармилке на, не знаю, на Аваланше или на Полигоне, или там на Села, или там еще где-то, и Мгм. моментально застейкает туда эти свои USDC, к примеру. Вот Да. объясни вкратце, каким образом вы будете через протокол Эйва перекидывать ликвидность, то есть деньги из одного чейна в другой чейн. Я до сих пор не могу понять. Мгм. Да, я объясню. То есть то, что вот мы сейчас альфа-тестирование там идет у нас там с сентября, да, мы добавили там 7 чейнов, там будет в итоге 8, там, считая Solana. Вот, это тестируется функционал, по сути, кросс-чейн Uniswap V2. То есть пулы ликвидности и обмена через Uniswap пулы. То есть когда мы берем пару синт к нативному активу из другого чейна и автоматизируем просто под капотом цепочку там всех действий. С точки зрения обменов и работы с ликвидностью, подход Uniswap V2, он как бы не эффективен. Если мы говорим, например, про перенос средств, просто перенос value, то есть когда у тебя есть стейблы и тебе нужны стейблы, через Uniswap V2 пулы менять стейблы – это такое себе занятие, ну, как известно. То есть там слипаж, большой price impact и так далее, то есть и неэффективное использование средств. Вот это тестирование, оно просто показывает, во-первых, демонстрирует технологию, во-вторых, это инструмент, который мы дадим другим, опять же, дефайчикам, ну, например, очень много всякого play to earn там и так далее. Они могут просто там себе поставить шильдик, что они кросс-чейн, взять эти пулы и вейвы, да, и создавать э, какие-то пары, да, там условно эфир там ну, или там, не знаю, матик в одной сети, и там стейбл в другой, да. Ну, нам-то надо, чтобы они что, они интенсивазили это за свой счет. Ну, то есть, как известно, вот если появляется пул на PancakeSwap, вы же не думаете, что Pancake платит за интенсивайз этого пула. Конечно же нет, они заставляют ну, протокол идти покупать этот кейк с рынка и отдавать его народу. Вот. То есть, соответственно, у нас же там такая стратегия, то есть по Uniswap пулам. Вот. То есть как это работает, ну, это можно посмотреть на, собственно, на нашем альфа-стенде. Вот. А если говорить про стейблы, вот тот кейс, который ты упомянул, мы сейчас его активно разрабатываем. Ну, в принципе, на уровне контрактов все уже готово. Сейчас мы работаем над UI составляющей, то есть сейчас Мгм. проектируются, разрабатываются интерфейсы. Результат нам нравится. Это как выход на новый уровень по отношению к тому UI, который есть у нас там в альфа-версии. И это, по сути, вот если то было кросс-чейн Uniswap, то это кросс-чейн Curve. А Curve это что такое? Curve это протокол самый такой большой по объему ликвидности, который, в принципе, ввел парадигму Stable Swap. То есть это другой тип автомаркетмейкера, в отличие от Uniswap. То есть он предназначен для того, чтобы обменивать активы, имеющие одинаковую природу. То есть деривативы одного и того же, Мгм. ну, например, разные виды стейблов, там, например, USDT, USDC, да, и там BUSD, TrueUSD там, и так далее, либо разные разновидности врапнутого биткоина, там, VBTC, TBTC, там, BTCB, там, и их еще там много, да, и то же самое, там, например, с эфирами, тоже много разных врапнутых эфиров. По сути, в каждом блокчейне свой врапнутый эфир, а в некоторых даже и не по одному
виду. Вот. И он, собственно, предназначен для того, чтобы с низким слипаджем обменивать эти активы. То есть, условно, если я на 10 тысяч долларов поменяю стейблы на PancakeSwap, то с меня могут срезать, ну или на Uniswap, то именно на Price Impact я могу потерять, например, баксов 100. Вот, то есть, если я меняю там условно USDT на BUSD на каком-нибудь PancakeSwap, помимо транзакционных издержек, у меня еще будут вот такие потери. Если я меняю, ну, например, есть форк Curve на Binance Smart Chain, Cryptos, да, например, там при гораздо меньшем объеме денег, ну, там 5 миллионов долларов в стейбловом пуле лежит, а на панкейке там каком-нибудь BUSD, USDT лежит там сотни миллионов долларов. Так вот, на той же объеме ликвидности, на меньшей, да, я если меняю на Криптосе, условно, 10 тысяч долларов там USDT на какой-нибудь BUSD, то я потеряю там, может быть, 10 долларов, там, Мгм. даже скорее, может быть, 5, то есть с 10 тысяч баксов. Вот, и это и есть разница между Uniswap и Curve. Они для разного предназначены. То есть Uniswap обменивает активы с разной стоимостью априори, Мгм. а на активах с одинаковой стоимостью он не выгоден. Вот. Поскольку мы говорим про задачу все-таки перемещения value между блокчейнами, Мгм. то как бы задача именно ее просто, ну, условно оставаться в том же самом типе актива. Хотя, конечно же, в разных чейнах разные стейблы тоже имеют хождение. То есть, например, где-то там востребован DAI, а где-то он нафиг не нужен, нужен, например, USDC. Вот. И это тоже бывает проблема, потому что в молодых чейнах, типа какого-нибудь Moonriver, то есть вы заведете, у меня был кейс, там, завел я 50 тысяч долларов Moonriver, там, что-то пофармить, завел я в BUSD, а мне надо было USDC, и там какой-то местный DEX, на котором совсем нет ликвидки, и он еще Uniswap V2, сказал, что я потеряю на этом обмене там 5000 баксов. То есть, чтобы мне поменять с BUSD на USDC, я Мгм. потеряю 5000 баксов. Ну, спасибо, ребята, как бы. И у меня единственный выход либо забить, либо выводить их в другой чейн, и там обменять на каком-нибудь аналоге Curve, а потом завести обратно. Вот. Поэтому у нас эта конвертация между типами стейблов возможна, потому что в каждом чейне есть какие-то самые востребованные Мгм. стейблы, и ты можешь поменять именно на тот, который тебе нужен. У тебя есть USDT в эфире, а там в Solana тебе надо USDC, например, Мгм. или в Binance тебе надо BUSD получить. То есть вот это такая Ну, тоже функция я понял, заложена. отличный пример со Вот. стейблкоинами. А какие еще, ну, конкретные способы применения вот, ну, в DeFi для конечного пользователя? Вот, во-первых, значит, стейблкоины, Ну, которые я на мы самом деле, на разумные смотри, я на твой, стейблкоины меняем. Мгм. я Это на твой раз. вопрос еще не до конца ответил. То Мгм. есть ты спросил, как это работает. Я, Да. я пока рассказывал сущность, но не рассказывал, как это работает. Это тоже интересный момент. Давай я этот момент расскажу, потом про Да, применение еще я поговорим. очень хочу, да. Как вы синтезируете токен так, чтобы А, другая сеть поверила, что он заморожен в этой? Ну, это самое простое. Ну, начнем с базового. То есть есть понятие бриджи, использующие синтетические активы. И, в принципе, ну, почти все так делают, практически все протоколы, так или иначе, которые называются бриджами. Но это просто самый первый уровень этой игры. Но сейчас я объясню. То есть есть, ну вот мы это называем, как, есть вот пара контрактов, есть портал и есть синтезис. В каждом чейне есть свой портал и свой синтезис. Когда мы говорим про кросс-чейн переход, мы говорим о том, что мы в одном чейне кладем в портал денежку, это, собственно, вызывает, ну вот в нашем кейсе, если рассматривать, это вызывает транзакцию в контракт бридж. Вот в нашем случае бридж контракт– это контракт, который является входом и выходом для данных. То есть это контракт, который либо принимает данные, которые пришли из кросс-чейна в сеть, и если это как сеть, как в этом случае она как destination выступает, то есть он двухсторонний, либо он является как бы воротами на выход, то есть это Мгм. если сеть как source работает. Вот, соответственно, как вот работает связка контрактов Portal Synthesis. То есть если именно мы говорим кейс, э, что нужно создать некий там дериватив в другой сети на стейблкоин. То есть, например, кладешь ты 1000 USDT в эфире в портал, создается, собственно, ивент в контракте, который, ну, собственно, вот этот портал, он вызывает ивент в контракте Bridge, то есть в итоге. И релейеры слушают именно контракт Bridge. Что произошло? Произошел ивент, который надо обработать. Собственно, ивент о том, что вот там кто-то положил 1000 USDT, вот транзакция,
И у него там дальше есть еще цель, то есть какой-то там destination контракт, куда они должны пойти. То есть в нашем случае, вот конкретно в этом кейсе, да, то это контракт синтезис в destination сети. То есть и указано, какая destination сеть, какая сумма там должна быть и так далее. То есть там все как в аптеке. Соответственно, после этого валидаторы вот, Avery Layer Network проверяют вот эту штуку. То есть, как я вот ранее говорил, у них есть подпись текущей эпохи, соответственно, эта транзакция записывается в блок внутри нашей сети, внутри нашей цепочки, нашего сайдчейна. Вот. Соответственно, дальше, после этого, как она там появилась, то любой, подчеркиваю, любой желающий может этот вызов пробросить в destination сеть. То есть ему достаточно прийти в bridge контракт уже в destination сети, ну, допустим, это у тебя Binance Smart Chain, Мгм. а, прийти с этим пруфом. То есть он приносит этот блок, указывает, какая там в нем транзакция ему нужна, да, Мгм. там прочие данные. И, собственно, если ну, блок правильный, то есть правильная подпись, которая, грубо говоря, она валидна в течение одной эпохи. То есть если ты, например, просвистел, и эпоха поменялась, то уже эта подпись невалидная. Вот. И, соответственно, он предоставляет этот proof, и бридж-контракт в destination сети выполняет, то есть проверяет, во-первых, а потом делает выполнение этого вызова. То есть вызывает, соответственно, контракт синтезис, который минтит токен-дериватив, который привязан один к одному к тому токену, который ну, в той сети. И это, соответственно, уникальная связка для каждого ассета в каждой сети оригинального есть свой, соответственно, дериватив, вот этот синтетический. Вот. И задача именно, чтобы всегда было консистентно, то есть один к одному. То есть здесь этот, ну, этот принцип, он, в принципе, везде Мгм. употребляется в бриджах. То есть это lock and mint, то есть мы здесь заблокируем, тут сминтили, в обратную сторону мы идем burn unlock. То есть когда я из destination сети обратно хочу пойти, то я приношу в контракт синтезис вот эти синтетические активы, вызываю метод synthesize. И, соответственно, тогда у меня сжигаются эти активы э, синтетические, burn происходит, и unlock в destination сети. То есть, в принципе, все бриджи работают одинаково. Но это лишь только часть истории. То есть, многие проекты на этом и заканчивают, что, собственно, вот, есть бриджи и все. А дальше возникает вопрос, а кто туда деньги-то положит? То есть, и вот эта проблема, вот, например, у Uniswap, в чем проблема? Что ты можешь, там может быть такой кейс, что в destination сети у тебя нет гарантии, что ты получишь нативный актив. То есть вот Uniswap работает по какому принципу? Вот у тебя пришли в destination сеть там какие-нибудь синтетические USDT, и если у них есть настоящие USDT, они просто один к одному поменяли, без всякого AMM, просто один к одному. А если у тебя там закончились, у них точнее, в протоколе настоящие USDT, то у тебя просто останется синт, и все. А что с Но синтом делать? Его нельзя использовать так же, как... сидеть у моря и ждать погоды, потому что, то есть, в обратку ты его, ну, там есть условно emergency, да, штуки, ну, то есть, когда ты можешь вот этот синт, ну, обратно расконвертировать, да, ну, условно, да, ансинтезацию сделать. Но дело вот в чем, что это же децентрализованная система. Вот те деньги, которые ты там заблокировал в source сети, да, и потом получил в destination сети синт вместо нативного актива. Пока ты там туда-сюда ходил, вот эти деньги уже кто-то другой выгреб. Потому что кто-то в это время взял и сделал обратный переход в эту сеть и забрал твои деньги. И ты остаешься с синтом, который не обеспечен деньгами, и ждешь, пока вот эта вот система пополнится ликвидностью. Вот, то есть у Мгм. тебя есть такой риск Мгм. не проскочить. И у многих бриджей это так работает. Вот у нас Мгм. так работать не будет. Вот, поясню почему. Потому что мы не ограничиваемся вот этим кейсом простейшим, что просто ты получил какой-то синт, а потом в пару к ликвидности и она, может быть, есть, а может, ее нет. То есть, каким образом мы эту проблему решаем? Делая надстройку следующего уровня над этим, по сути, AMM, DEX как раз, об этом и речь. Вот Curve вот здесь и нужен. И, соответственно, есть, ну, опять же, ты про Celo упоминал, там есть такой проект Möbius Finance. Они тоже использовали Curve, но в тупую, как я это говорю. То есть они делали пулы из двух активов, ну, то есть синтетический USDC против настоящего USDC один к одному обменивая.
Но это как бы не решает проблему, потому что у тебя идет квадратичный рост количества пулов. То есть поясню, что это значит. Вот проблема, которую мы решаем, которая есть у всех бриджей, вот при таком тупом подходе, когда один к одному есть один дериватив из одной сети, и к нему нужно в destination сеть положить оригинальный актив. Вот предположим, что у меня 20 блокчейнов, и я хочу из эфира в эти 20 блокчейнов ходить через USDT, да, Мгм. чтобы, значит, я должен в каждых 20 блокчейнах положить вот в пару к синту из эфира положить USDT, да? Соответственно, а теперь дальше. А я так хочу, чтобы было каждый к каждому. То есть Мгм. это значит, Каждый что из них еще каждому, не через эфир, а они еще я между собой. подчеркиваю, что синты разные. То есть вот Мгм. есть протоколы, которые их приравнивают. И они говорят, что USDC, который пришел из эфира синтетический, и USDC, который пришел из Binance синтетический, это один и тот же актив. Но на самом деле это не так, потому что если их приравнять, получается какая история, что кто-то положил, например, сминтил на миллион долларов из эфира, например, USDC, да, Мгм. вот этого синтетического, а из Binance на 10 тысяч долларов. И потом, когда мы их приравняли и считаем, что это одно и то же, то кто-нибудь пошел и в Binance вывел миллион долларов, то есть когда сделал обратную операцию. А ликвидки там этой нет Мгм. просто. Ну, то есть он не может этого сделать. И для того, чтобы не было проблемы, что в какой-то момент синтетический актив не обеспечен, нужно не сваливать их все в одну кучу, а Мгм. считать их как разные активы. Тогда у тебя всегда консистентная система. Если у тебя в принципе есть синт, значит туда когда-то кто-то положил деньги. И их невозможно забрать до того, пока у тебя он не сожгется. То есть Вот, это ваша получается так. система. Ваша система — это не обмен синта на оригинальный актив внутри сети, а Да. ваша система — это заморозка этого актива, чтобы он оттуда не ушел, и минт синта Ну, в сети назначения. я сейчас потихонечку подбираюсь, потихонечку, Мгм. чтобы это не перегрузить сразу. Вот, и я говорю, есть проблема вот у всех вот этих бридж-проектов по квадратичного роста. То есть, когда тебе нужно, когда ты хочешь обеспечить связь каждой сети к каждому, это я такой один актив приводил. Возьмем, что у тебя есть 20 чейнов и 20 активов. Это тебе, значит, надо в каждый чейн положить ликвидность к соответствующему синту. Это очень, ну, накладно получается. То Мгм. есть когда-то говорили, что бриджи решают проблему фрагментации ликвидности между блокчейнами. На самом деле, при таком подходе они ее сами и создают, потому что есть проблема фрагментации ликвидности в бриджах в итоге из-за этого. Вот, соответственно, проблема вот в чем, что это все размазывается на много-много чейнов, когда у тебя вот это один к одному. Вот. Я объясню, что мы делаем. Есть такая топология звезда. Ну, это, например, в сетевых технологиях или там, когда ну, есть понятие хаб или концентратор. То есть топология звезда это что значит? Что условно есть вот какая-то центральная точка, да, и от нее расходятся лучи в разные стороны, да, и, соответственно, можно подключить много каких-то там сущностей друг к другу через единый центр. Вот, соответственно, мы эту топологию и применяем. Вот в классических кейсах бриджевания берется чейн А и чейн Б, и между ними вот эти все штуки происходят с ликвидностью. Фактически при этом используются синтетические деривативы. Ну, вот эти Мгм. синты это дериватив. То есть это, по сути, ну, удостоверение того, что ты вот здесь деньги заблокировал. Вот. Соответственно, что мы сделали? Уже у нас, ну, грубо говоря, в тестовых сетях работает, внутри мы это там тестим и так далее. А, Вот вместо того, чтобы из сети А в сеть Б идти напрямую, мы вводим промежуточный еще один чейн, который мы называем hub chain. И я уже могу сказать конкретно, какой чейн мы выбрали. Это Harmony One. Мы там долго думали, смотрели. Ну, вот в итоге выбрали Harmony One. Это L1 блокчейн. По сути, это шардированный эфир, который с Proof of Stake, который нам обещает Виталик уже Мгм. много лет. Вот. Harmony One это, по сути, уже сделали. Это рабочий чейн, там 4 шарда, там скейл до 1000 узлов. Сейчас там где-то в районе 230-240 узлов работает в эпохе. Ну, то есть достаточно децентрализованная система. Там очень быстрые блоки, раз в 2 секунды. И очень низкие транзакции, сопоставимые, ну, стоимость транзакций сопоставима с полигоном. Мгм. Вот. Но при этом он не такой глюкавый, как полигон. Почему мы полигон не берем? Потому что он очень глючный. Вот. И, соответственно,
вот этот блокчейн, в чем смысл? Он аккумулирует деривативы. То есть вот есть классический подход, что да, ты положил в бридж с одной стороны денежку, с другой стороны получился дериватив. Эта штука у нас есть. То есть это базовый принцип, который нужен, чтобы собрать деривативы. Только отличие в том, что деривативы собираются не из каждого в каждый чейн, а все деривативы живут только в одном чейне, в хаб-чейне. То Мгм. есть, когда у тебя есть source сеть и destination сеть, у тебя в source сети и destination сети нет никаких синтов. Синты э, появляются только в хаб-чейне. Вот. Это как бы первый уровень системы, ну, который я объясняю, да, потихонечку, чтобы не перегрузить. Соответственно, что мы делаем? То есть, вот есть в эфире, например, если мы говорим об стейблкоинах, есть ходовые стейблкоины USDT, USDC, DAI, ну и, например, еще там взять TrueUSD, там, ну, которые имеют там наибольший какой-то value. Есть в Binance, соответственно, BUSD, там USDT, точно так же там пегнутый, да, там USDC, может быть там, опять же, TrueUSD и так далее. Берем так несколько чейнов, минтим деривативы синтетические внутрь этого хаб-чейна. Мгм. Дальше есть проблема вот какая. Чтобы вот это убрать связь с каждый с каждым, когда у тебя условно USDC должен быть связан только с USDC, да, USDT должен связан быть только Мгм. Мгм. с USDC. Вот, чтобы от этого уйти, мы делаем агрегацию, то есть с помощью, опять же, curve пула. Что значит агрегация? Это значит, что ты э, можешь стейблкоины, вот брать массу стейблкоинов разного типа. Условно, у тебя есть там на $1 000 000 стейблкоинов, там 3 вида этих стейблкоинов, тебе их надо как-то агрегировать как бы в один актив, чтобы говорить, что вот это value суммарное, оно как бы из этого блокчейна пришло. Мгм. Вот. И мы это делаем при помощи, опять же, того же самого Curve. То есть каким образом это работает? В Curve есть такая замечательная фишка. Stable Pool Curve, ну, я буду приводить конкретные примеры. Вот в эфире есть такой пул, TrickERV называется, Мгм. у Curve. В нем лежит там порядка 4 ярдов долларов. Состоит этот пул из USDT, USDC и DAI. Мгм. Вот. При этом LP токен этого пула называется TrickERV. И Мгм. это тоже стейблкоин. Вот. И вот Мгм. это замечательное свойство мы используем. То есть Curve позволяет э, считать, ну и фактически так и работает, что LP токен самого пула и есть стейблкоин, который обеспечен ликвидностью внутри этого пула. Мгм. Вот, соответственно, мы делаем то, что мы называем, ну вот по-английски, да, это называется nested curve pools, или по-русски вложенные curve пулы. Вот внутри хабчейна, я уже сказал, первый уровень объяснил, да, то есть сперва вот эти деривативы приходят внутрь Мгм. э, И вот накапливаются там. этого Мгм. хабчейна и накапливаются там, условно. Вот. На самом деле ну, они кладутся внутрь пулов. Соответственно, есть, предположим, эфирный пул, там Solana пул, там Binance Smart Chain Pool. Это вот те виды стейблкоинов, которые мы выбрали, скажем, по 3, по 4, до 6 активов из каждой сети мы можем выбрать. Вот. Соответственно, они агрегируются в такой curve pool. У него есть свой LP токен. То есть мы говорим, что это условно LP токен, ну вот эфира, да, например. Вот. И дальше, соответственно, когда мы говорим, что нам нужно поменять value между сетями, мы вот эти LP токены, считая их стейблкоинами, объединяем в еще один пул верхнеуровневый. И там уже обмениваете. И там уже обмениваем, да. То есть, соответственно, когда ты обмениваешь в таком протоколе ликвидность, то фактически ты делаешь операцию add liquidity на самом деле со стороны source сети, а потом делаешь remove liquidity со стороны destination сети. Почему объясню? Потому что вот это выглядит как дерево в том числе, либо как звезда, как вам проще. Но если с пулами смотреть, то это скорее дерево. То есть ты сперва, ну, твои деньги попадают, соответственно, в портал, потом минтится синтетический актив в хаб-чейне, ну, допустим, эфирные активы, да, соответственно, потом твоя ликвидность добавляется в эфирный пул. Вот, ты получаешь какое-то количество LP-токенов этого эфирного пула. Соответственно, потом эти LP-токены, например, из эфира ты хочешь пойти там куда? В Solana, например, ты хочешь пойти, Мгм. чтобы нагляднее, да, что это не только EVM. Соответственно, ты вот эти, ну, вернее, не ты, а автоматическая система, ну, об этом чуть позже поговорю. Вот это LP-токен, который из эфира пришел,
он обменивается на другой LP-токен, который пришел когда-то, кем-то положен из Solana. Вот, соответственно, ты его получаешь. Дальше, поскольку он обеспечен всеми активами, которые есть внутри пула, например, там есть активы, в Solana в ходу USDC, там, USDT и так далее, да, соответственно, дальше происходит операция withdraw liquidity фактически. То есть ты, remove, точнее, liquidity. То есть ты эти LP-токены разбираешь внутри хабчейна и превращаешь это в синты из Solana. То есть, например, синтетический USDC из Solana. А потом в самом конце делается вот эта операция unsynthesis, то есть burn этого синта и unlock в Solana. То есть таким образом ты изначально положил в Binance денежку, или я говорю про эфир, положил, например, в эфир USDT, а забрал USDC в Solana. То есть ты добавил в общий пул ликвидности из эфира денежку, потом получил LP-токен на это внутри, обменял его на другой LP-токен солановский, вот, и вывел ликвидность из пула Solana уже в конкретном активе. И вот в этом кейсе у тебя никогда не может быть ситуации, что ты не можешь вывести ликвидность. У тебя всегда будет на выходе, как сказать, нативный актив, то есть не синтетический актив. То есть юзер в этом плане всегда работает с нативным активом. И при этом еще это все работает в режиме газлess. То есть каким образом? Вот эта вся цепочка операций, да, что я перечислил, это влечет за собой комиссионные затраты в 3 блокчейнах. То есть если конкретно в этом кейсе, то это будет эфир, Harmony One и Solana. Там везде есть транзакционные издержки. Так вот, мы за тебя посчитали все косты, вот эти вот, плюс вот эта сложная операция с пулами, которую я объяснял, что у тебя, по сути, add liquidity, потом swap, а потом remove liquidity. 3 операции с пулами, да, происходят в Harmony One. Они, во-первых, дешево стоят, но самое приятное, что тебе не надо даже знать ничего о существовании Harmony One. Потому что там есть специальный прокси-контракт, который за тебя все эти действия сделал, и только если там что-то заревертилось, тебе, может быть, понадобится вмешаться там в какой-то шаг. Но при этом, если все проходит штатно, ты даже не знаешь о том, что третья сеть участвовала в этой операции. И дальше что? Вот эти все транзакционные издержки мы считаем и оцениваем в моменте в долларах. Сколько это было потрачено нами. Фактически там используется газлess во многих кейсах. То есть, чтобы мне, понимаешь, запустить, вот это как раз пример дата-протокола. Я запускаю, мы это еще называем матрешечная транзакция. То есть я изнутри эфира запустил вот эту всю цепочку операций, которая должна выполниться в Harmony. Я это запрограммировал еще на уровне эфира. И вот эта длинная метатранзакция, которая должна быть исполнена, она исполняется с помощью газлess. Вот. То есть газлess здесь нужен не только для того, чтобы с юзера не брать денег, а для того, чтобы удаленно послать команду из другого блокчейна, которая будет выполнена, и вот эту всю длинную цепочку операций выполнит за тебя, чтобы ты не заморачивался. То есть это для того, чтобы улучшить UX. Вот. И таким образом, вот я все пытаюсь сказать, да, что мы посчитали косты, условно, вот эта цепочка стоит там, эфир, допустим, он дорогой, да, там $50, например. Мы прямо из тела твоего депозита возьмем эти $50. То есть тебе не нужен ни эфир, ни там One токен, ни там Solana токен. Ты просто видишь, что вот мы сейчас такой UX разрабатываем, собственно, ты видишь, что вот я там ввел на $10 тысяч. Вот conversion rate у меня, допустим, я меняю там USDT там из одной сети там на USDC в другой сети. Conversion rate, предположим, там 0,99, да, то есть, проскальзывание минимальное, там 0,1%, да, при конвертации. При этом есть еще транзакционные издержки, то есть, которые несет протокол за тебя, чтобы тебе твои вот эти проблемы все взять на себя, да, и говорит, слушай, ты в эфире потратишь в Binance, и вот так-то, мы это за тебя сделаем, это будет стоить еще $50. Сейчас все DeFi протоколы даже об этом не думают, никто это в косты не закладывает. То есть, когда Pancake тебе показывает транзакцию, он тебе не говорит, сколько с тебя там сдерет Binance за подтверждение. Тем более Uniswap не показывает, да? В нашем кейсе мы показываем. Вот. И, соответственно, прямо из тела твоего депозита эти деньги снимаются. Газлess оплачивается прям тем активом, который ты трансферишь. То есть стейблом, конкретно в этом кейсе. Вот. Примерно вот так это работает. Борис, 2 уточняющих вопроса. Первый вопрос. Ты сейчас говорил на примере стейблкоинов. И правильно ли я понимаю, что у вас кроме стейблкоинов будут и все остальные тоже?
Ну, этот момент я сейчас подчеркну, да. Во-первых, Cure of Keys, как я говорил, работает с любыми активами одной природы. То есть точно так же можно провернуть с битками, с эфирами и так далее. Ну и, собственно, и Это на Curve, Wrapped? если Это Wrapped? Это, то есть Wrapped в RAP, BTC, да. Wrapped ETH? Конечно, Мгм. конечно, конечно. Не Мгм. надо нас путать с торчейном, у которого как раз была задача. Многие сравнивают, ну там инвесторы в том числе, а вот торчейн. А у торчейна другая задача. То есть как раз и также есть еще проект REN. И у них задача была как раз сразу другая. Они связывают ортодоксальные чейны типа господи, биткоина, там зека там и так далее, у которых нет смарт-контрактов в принципе, связывают их с DeFi. То есть это другая история. У нас нет задачи связывать биткоин с эфиром, это за нас делает, например, Рен. Или там тот же самый, ну, отчасти Торчейн. Ну, он не делает в Rapid. В Rapid Мгм. делает как раз Рен. То есть вот есть Рен BTC, там, Рен ZEC там, и так далее. Вот. И, соответственно, не было смысла эту задачу решать. Это овер-инжиниринг ненужный, Мгм. который, тем более, уже решается другими проектами. Мы работаем только с токенами. То есть есть в сетях какие-то врапнутые токены, вот с ними работаем. Соответственно, вот в кейсе, который я сейчас расписывал, Мгм. мы говорим о том, что мы можем переносить любой актив токен, который во всех этих сетях присутствует. Но если задуматься о том, что такое value в блокчейне настоящее, да, на самом деле мы поймем, что это биток, эфиры и стейблы, больше ничего. Все остальные токены, они локальные, они не имеют ценности и значения во всех экосистемах. Ну, может быть, кроме там какой-нибудь линк токена, там, ну, какие-то вот, в общем, за редким исключением, может быть, наберутся там, может, десяток, и то Мгм. вряд ли. То есть value именно эта штука, которая вот инвестор хранит деньги в чем-то, да, Мгм. и этому доверяет, глобально в крипте, во всех чейнах общеупотребимо только биток, эфир и стейблы. И то не все стейблы. Да, и там есть куча холиваров на тему, какие стейблы лучше. Мгм. Вот. И, соответственно, мы говорим о том, что для того, чтобы создать ядро ликвидности для перемещения value, универсального перемещения value, достаточно битка, эфира и стейблов. Но когда мы говорим про кейс, что да, мы хотим поменять любой э, токен в любом чейне на любой токен в любом чейне, это следующий этап развития этой системы. Вот я говорю, что, собственно, это кросс-чейн Kiorf, а следующий шаг у нас будет кросс-чейн OneInch, по большому счету. То есть, каким образом? Нельзя, ну, грубо говоря, думать о том, что там один протокол может саккумулировать достаточное количество ликвидности всего ко всему, еще и в разных чейнах. Это невозможно, ну, даже в теории решить. Соответственно, есть понимание, что есть куча дексов в разных сетях, в которых уже дофига ликвидки, дофига активов есть. Соответственно, возникает задача агрегации этих дексов. Ну, вот почему я говорю кросс-чейн OneInch? Потому что, ну, OneInch что делает, по сути? Есть еще проекты другие, там, Матча есть проект, есть еще Кайбер, которые, ну, по сути, да, они делают агрегацию ликвидности других дексов, но они делают это в подходе мультичейн. То есть есть у тебя, например, эфир, ты хочешь поменять эфир на USDC в эфире, вот, и тебе ищут просто на каком из кучи дексов поменять лучше. И плюс Мгм. еще там защищают тебя от этих коварных Фронтран? арбитражников, да, Мгм. фронтранеров и так далее, да. То есть позволяют себе там получить лучший прайс на обмен в рамках одной сети. Вот. И они это Мгм. делают ну, вот, в мультичейн режиме. Вот у OneInch уже там есть еще Binance, есть там еще там сети, да, там Gnosis они подключили. Вот, соответственно, когда мы говорим о том, что каким образом решить проблему, чтобы поменять любой актив из одной сети на любой актив в другой сети, мы говорим, что нам надо, получается, становиться таким агрегатором, а, подобно OneInch, только через кросс-чейн. То есть вот сейчас первым шагом, да, когда мы выходим в майнет, мы выкатываем вот этот кросс-чейн Curve и кросс-чейн Uniswap пулы. Показываем это на себе. То есть вот есть там Aave пул, который будет как Uniswap работать, да, при этом он будет торговаться. Я, кстати, еще важный момент немножко пропустил, да, что поскольку мы говорим, что стейблкоин, ну, LP токен этого пула это стейблкоин, то Мгм. вот этот верхнеуровневый пул это кросс-чейн стейблкоин, потому что это агрегированное как бы value из до 6 чейнов. Там будет 6 чейнов и стейблы из них. То есть этот актив мы его называем EUSD. То есть, соответственно, там также будет EBTC, там E-эфир.
И вот Aave будет торговаться к этому самому EUSD. Это будет значить, что фактически ты можешь за стейблы купить Aave из 6 чейнов, из Мгм. разнообразных. При этом ликвидка будет лежать в одном пуле физически, да, но покупать и продавать можно будет из разных пулов. Ну, когда мы еще добавим там зап транзакции автоматически, ну, вначале это будет двухфазно, это условно ты можешь сминтить EUSD, ну, как бы добавить ликвидность в этот пул и получить EUSD, фактически поменяв свои стейблы на EUSD, а потом купить EVO. Вот. И это будет давать тебе возможность ее покупать, продавать из разных сетей. Соответственно, это как пример, да, ролевой модели, как можно использовать Uniswap, кросс-чейн Мгм. Uniswap пулы во многих там дефаях, и мы будем это интегрировать. Вот, соответственно, кросс-чейн Curve как ядро ликвидности, чтобы можно было взять там условно крупную сумму денег, там условно 100 тысяч долларов или там миллион долларов переместить из одной сети в другую, чтобы там была гарантирована ликвидность и не было колоссальных потерь на передаче. Вот. И дальше идет третий шаг. Для того, чтобы поменять любой актив на любой актив, нужно агрегировать те дексы, которые есть вот у тебя в source сети и в destination сети. Возьмем кейс, есть, например, какой-нибудь Shiba Inu токен в эфире у тебя, а ты хочешь затариться, например, кейком на Binance, то есть на панкейке. Вот. И как этот кейс тогда будет выглядеть? То есть будет выглядеть следующим образом. Мы будем предоставлять вот эту всю цепочку агрегации. То есть мы за тебя одной транзой сделаем следующую последовательность операций. Ну, это как бы, вот я говорю о неком будущем, да, к Мгм. чему мы Мгм. в итоге придем. Мы за тебя сперва свапнем, допустим, ну, мы можем поискать, ну, вначале можно по-простому там взять крупнейший DEX, например, Uniswap, да, и на нем просто свопнуть Shiba Inu на, пример, на USDC или там USDT, или поискать, на что лучше свапнуть, да, там уже задача камевояжера это называется, да, решить. И либо мы поищем среди разных дексов, как это делает, опять же, OneInch. И мы, возможно, будем общаться с OneInch на тему интеграции. Ну, просто они же есть далеко не во всех сетях, вот в чем проблема, да. Мгм. Поэтому, скорее всего, агрегацию задачу камевояжера самим придется решать, потому что то, что есть, оно далеко не все, не все сети охватывает. Мгм. Вот. И, соответственно, самый простой путь взять самый большой DEX и все, и не париться. Либо взять там какой-то перечень и поискать. То есть мы ищем Shiba Inu, где поискать, где поменять Shiba Inu на, допустим, лучше на SushiSwap или на Uniswap или еще там на какой-нибудь Hyper. Вот. Находим лучшую цену, соответственно, меняем на USDC, потом делается кросс-чейн транзакция вот через ту цепочку операций, которую я до этого рассказал. То есть мы закидываем в наш метапул фактически эти USDC из эфира и добавляем эту ликвидность и хотим забрать в целевой сети в Binance, забрать, например, BUSD. Мгм. Вот. Соответственно, пользуйтесь при этом уже своей ликвидностью, своим ядром ликвидности, своим вот этим кросс-чейн кервом. Вот. Потом у нас на выходе уже некоторое количество BUSD появилось, и финальный роут, то, что мы идем условно на PancakeSwap, и тебе за BUSD покупаем кейк. Вот. И у тебя в Мгм. интерфейсе просто настройки максимальных слипаджей, которые где-то ты готов потерять. Если у тебя получается, что здесь какая история с слипаджами и прайс-импактами, что все же динамически, это децентрализованная система, пока ты там что-то делал, да, или пока наша система вся отрабатывала, потому что, например, если ты идешь из эфира, в Binance тебе придется подождать 12 блоков, это там минимум, там, там 1,5-2 минуты ты будешь ждать. За это время у тебя цена может поменяться, и у тебя в итоге на финальном шаге может выбить по слипаджу, что он слишком был маленький, вот, и Мгм. так далее. И не И тогда прошло. там уже будут реверты, да, там, которые, они не с самого начала, а условно на том месте, где остановилась, вот с того места тебе выдастся реверс, что, слушай, вот тут не получилось, Докинь. но у тебя уже есть BUSD в Binance, ты уже можешь или дальше сам, или как бы давай вот с этого места еще раз протолкнем. То же Мгм. самое в кейсе с хабчейном, когда я говорю. То есть фактически там из 3 шагов состоит. То есть ты получаешь синт в хабчейне сперва, и потом делается попытка вот это все обменять, получить другой синт и сделать ансинтезис. И вот может быть ситуация, что вот эта вот цепочка, здесь что-то не прошло, и у тебя остается только синт на кошельке. Но протокол тебе говорит, я могу с этого места как бы еще раз попробовать. Ну, то есть, Мгм. понятно, да? Вот. Это опять же в режиме газлess, но он уже стоит существенно дешевле, потому что в Гармоне там очень дешевые транзакции.
Вот. И вот тот кейс, который я сейчас рассказал, это, по сути, ну, получается такой некий кросс-чейн one-inch. Мгм. Вот. Нам в этом плане выгодно бы заинтегрироваться с множеством протоколов, чтобы сделать большое покрытие, что в разных сетях свои дексы, соответственно, с ликвидкой, есть свои агрегаторы ликвидности, с ними всеми надо дружить. Вот. Кроме этого, мы рассматриваем дополнительную возможность, что те деньги, которые лежат в порталах, вот в сорс-сетях, Мгм. нативные активы, на самом деле их еще можно дополнительно пристраивать в какой-нибудь DeFi, чтобы на Мгм. них еще давать дополнительную Процент. доходность. Мгм. Но осторожненько. То есть, если это лоан протоколы, мы не можем туда все отдать, потому что там высокая утилизация, если, да, то ты деньги потом в момент можешь Не не вернуть, вытащишь. когда они тебе Мгм. нужны, да. Но там есть разные штуки, там, может быть, это фармы какие-то, может быть, стейкинги. Ну, то есть это надо смотреть по месту, потому что в каждом чейне свой DeFi, и Мгм. свои протоколы. И далеко не все они даже мультичейны. Многие вообще только локально работают. Ну вот да, таким образом. Я надеюсь, я более-менее понятно объясняю. Да, вот я хочу уточнить как раз. Вот Мгм. мне не Да. очень понятна система, и, значит, каким образом вы можете произвести ансинтезис какого-то синта, который находится в хабчейне, то есть он внутри Harmony, в метапуле, и вы хотите вывести его, к примеру, в Solana, но из Solana столько же стейблкоинов в этот Harmony хабчейн еще не попадало. И, соответственно, они еще не залочены там Это в невозможно. портале. Почему Это невозможно? невозможно. Ну, потому что если их не попадало, то и синтов в них не будет. Смотри, для того, чтобы создать пул ликвидности, ну вот этот верхнеуровневый, у тебя должны быть ну, эти LP-токены этих пулов. Для того, чтобы эти LP-токены сминтились, туда должны положить ликвидность. То есть LP-токен – это такая сущность, которая, ну, чем больше ликвидности в пуле, тем больше его эмиссия. То есть, Мгм. если в случае с Кёром, то условно положили $1 000 000, сминтилось миллион LP-токенов, ну, плюс-минус как Да. бы. Если они есть, и они сменчены, значит ликвидность есть, и ее не может не быть. Понимаешь? То есть Да, это же да, не из это я воздуха, понимаю, это я понимаю. но Я имею в виду, что, допустим, значит, Эфириум, Binance и Solana. Из Эфириум отправили 100 баксов в Harmony, ну, то есть в хабчейн. Из Binance отправили 100 баксов BUSD, там, допустим, USDT, в Binance BUSD, а из Solana отправили солановский стейбл, я даже не знаю, какой у них там сейчас, этот, USDC. как USDC самый ходовой в Solana. Ну, да, допустим, USDC из Solana отправили 10 всего, а не 100. И вот у нас здесь 210 LP токенов, то есть Я поясню тебе. всего Да, я поясню. синтезировано Кажется, понял, о 210, чем ты а мы говоришь. хотим Solana вывести $100 в итоге. Да, Как это произойдет? я понял, о чем ты говоришь, да. Вот эта штука, это называется разбалансировка пула. То есть ты, ну, и в Curve это есть. То есть Curve, он чем хорош еще? Он награждает и, ну, либо штрафует провайдеров ликвидности в зависимости от того, какой актив они провайдят туда. То есть в пул, когда в нем несколько активов, там, во-первых, у самого контракта есть множество методов добавления ликвидности. Если у тебя 6 активов, например, то там будут методы добавить одним активом, двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью. Вот. Соответственно, чтобы юзера не заморачивать, мы будем всегда использовать анбалансный вход, анбалансный выход, так называемый, одним активом. То есть ты добавляешься одним активом, удаляешься тоже одним активом. И какая история? То есть если я, например, в пул предоставляю ликвидность того актива, которого там мало, я получаю больше LP токенов. Вот даже это можно на Curve проверить, на 3 KRV пуле. То есть если там, например, мало DAI сейчас, то есть там, например, много USDC, много USDT, а DAI мало. Вот я добавляю, когда DAI, а, я получаю на эти деньги больше LP токенов. То есть, например, Мгм. 10 тысяч долларов. Если я в USDC добавляю, в USDT добавляю, которого дофига, я могу даже получить меньше 10 тысяч вот этих LP токенов. Да? Но если я добавляю да, я получу больше. То есть это рождает возможность некого арбитража. Вот. И как раз вот к этому подбираемся, что на самом деле вот нормальные условия по обмену, когда ты отдаешь один токен, там, один стейбл и получаешь там 0,99 другого, это работает только когда пул сбалансирован. Соответственно, для того, чтобы он был сбалансирован, нам как бы необходимо его арбитражить постоянно. Вот смотри, какая история. То есть, если пул разбалансировался, вот, к примеру, у нас
изначально есть initial состояние. То есть я, во-первых, добавлю, да, это что он, во-первых, должен быть сбалансирован, во-вторых, там должна быть initial ликвидность. Мгм. Иначе те, кто первыми будут закладывать в пустой пул деньги, будут э, одним активом, будут штрафоваться. Потому что, условно, если я кладу, у меня, вот, допустим, 6 кубышек, да, и везде лежит по 100 баксов, а я кладу в одну 10 тысяч долларов, то я теряю прям сразу, нормально так теряю. Ну, Мгм. потому что керв так работает. И для того, чтобы, ну, когда мы будем сетапить эту историю, то есть мы сразу заложим из всех 6 чейнов ликвидность равными порциями. И достаточно, чтобы первые там liquidity провайдеры не пригорали на вот этих комиссиях. Мгм. Вот, и дальше. Соответственно, как это работает? Э, Когда у тебя вот первое initial состояние, допустим, весь пул выровненный, вот, допустим, лежит по 100 тысяч долларов, скажем, из каждого чейна суммарно, то есть, не, ну, смотря там какие стейблкоины, ну, или даже по-другому, потому что в каждом стейблкоине по 100 тысяч, но и при этом так, чтобы в пулах было поровну. Предположим, везде там по 2 стейблкоина, и их там по 100 тысяч каждого лежит. Вот, и, допустим, идет кто-то первый делает операцию, у него кайфовая цена, то есть практически один к одному. Он показывает, один отдал, один забрал. Вот. И он, например, на 50 тысяч долларов делает такой свап. То есть, скажем, суммарная ликвидность системы, ну, она гораздо больше, да, то есть именно я говорю про 100 тысяч долларов в одном стейбле, а всего их Мгм. может быть, например, 12. То есть итого это там, 1 200 000 долларов во всей системе, и я вот делал свап вот этого стейбла на 50 тысяч долларов. И вот у Мгм. меня, соответственно, получилось, что вот этого стейбла условно стало 150 тысяч долларов, да, ну, то есть в source сети, а в destination сети я забрал, ну, почти 50. Ну, там AMM, ну, забрал 4, 9, 9, там 8, да, и там стало уже как бы половиночка. И вот следующий, кто после меня будет менять в этом направлении, он что получит? У него будет не один равно один, у него будет уже один равно 0, там, Девять условно, девять девять. 90, Мгм. да не 999 даже, там уже будет 0,97, например, или М. 0,95. И Мгм. вот когда ты спрашиваешь, а если в Солане денег нет? Ну, это значит, будет хреновый курс, условно. То есть это значит, что у тебя может быть ситуация, что ты там, он тебе будет показывать, что ты отдаешь один, а получаешь там 0,5 или еще Мгм. меньше. Ну, и, естественно, мы об этом Ага, я понял. подумали, что, ну, каким образом эту проблему решить. Возникает арбитраж. Это, кстати, дополнительный заработок для отдельных людей. То есть каким образом можно это все арбитражить? Вот я как арбитражник положил деривативы, ну, сминтил себе вот эти синты, да, из всех сетей. Вот у меня вот в этом хабчейне есть в равных количествах, ну, например, на те же самые 100 тысяч долларов каждого актива. То есть есть там каждого стейбла на 100 тысяч баксов, вот из тех, которые используются в пуле. Вот. И я просто анчейн арбитражу смотрю, вот мемпул в Гармоне, и арбитражу каждую крупную операцию. И на этом зарабатываю бабки. Почему? Потому что Керв меня награждает. Когда Мгм. я даю, то есть здесь я вижу нехватка ликвидности в пуле вот именно этого актива. Я даю сразу же эту ликвидку и потом вывожу в то место, где у меня избыток Мгм. и получаю дельту в карман. И все это делаю ончейн постоянно. При этом одним и тем же объемом денег, который я вот так вот в цикле гоняю постоянно и зарабатываю постоянно на этом пуле деньги. То есть Мгм. это мы даем источник заработка еще одним игрокам на рынке. То есть мы, помимо того, что мы на этом пуле будем давать liquidity провайдерам, зарабатывать стабильный API на этих стейблах, которые, ну, по рынку там сейчас сильно упало, да, в связи с дампом рынка, будем ориентироваться. Ну, условно, чуть выше рынка или там некоторое время, там, может, значительно выше рынка API, который в долгую хороший. Ну, почему, на чем, собственно, Curve и полетел, что на, в принципе, достаточно больших объемах стейблов можно было фармить, и до сих пор можно фармить. Вот. Но при этом тебе нужен voting power. То есть чем крупнее ты стейкер протокола, тем больше у тебя API и будет на стейблах, собственно. Вот. В Мгм. нашем случае, ну, это отдельная, наверное, история, но если ты, ну, вот мы полностью используем в этом плане механику Curve, и в том числе его DAO, в том числе для управления протоколом передачи данных. Соответственно, если ты стейкер, ты управляешь протоколом, у тебя есть права на это голоса, и кроме этого у тебя есть, соответственно, и фарминг Эйвой на стейблах. А если ты не стейкер, то у тебя фарминга на стейблах Эйвой нету. У тебя есть максимум комиссионные от обменных операций. То есть, если ты кладешь стейблы, но у тебя нет стейкинга, это значит, что у тебя нет voting power, и ты получаешь просто вот транзакционных
Мгм. обменов, ну, может, там 3-5 годовых, может, у тебя накапает, если будет хорошие обороты в пуле. Вот, и, Ага. соответственно, А сейвой сколько вы, ну, рассчитываете приблизительно? Сколько будет, ну, если он ну, стейкает Эйву? мы в расчетах токеномики смотрели цифры там 10-15. Ну, понятно, что не 100 годовых на стейблах. Ну, Это 15 только тоже неплохо, конечно. ну, надо сейчас сделать поправку на медвежий рынок, я посмотрю еще, да, то есть, ну, когда там все это замышлялось, ну, да, было мысль там 10, 15, там 20%, вот. Для начала, может быть, для привлечения какое-то количество там побольше. Вот. И есть еще одна фишка прикольная, которая позволяет этот API-то держать. Соответственно, мы можем специально контролировать объем тех стейблов, которые нам нужны. То есть не интенсивайзить там миллиард долларов кто-то положил, и мы ему должны там платить, ну там, API. 15%. И Мгм. он тем самым, да, мы ему вверх ничего Съест не всех должны, остальных. да, он съест, вот эта проблема всего DeFi, да, что ты сегодня положил хороший API, а завтра уже не хороший. Вот. И чтобы защитить таким образом этих людей, соответственно, DAO решает, что а сколько нам на данном этапе-то надо ликвидки, а как понять? А сколько у нас сейчас total stake стоит в сети, вот, которая секьюрит передачу данных? Он стоит вот столько-то миллионов долларов. Окей, значит, вот мы столько миллионов долларов и можем засекьюрить. И больше-то и не можем, на самом деле. И, Мгм. соответственно, вот пропорционально тому, как растет total stake и его стоимость, и наращивается ликвидность. И вот это значение и интенсивайзится. То есть есть условно вот пул ликвидности, куда ты попал и положил LP токены, а есть фарм-контракт, куда ты кладешь LP токен, чтобы получить его. И вот на уровне этого фарм-контракта DAO ограничивает, сколько туда можно положить LP токенов. То есть, и это право такое, ну, некий дефицитный оффер для какое-то ограниченное количество liquidity провайдеров получить высокий API. Мгм. Потому что гарантии, что он будет высокий, будет того, что, ну, во-первых, мы там с прайсом будем работать, чтобы он там не падал там, и так далее. И кроме этого, ну, то есть это одна единственная переменная, цена токена тогда влияет, а не только, а не то, сколько завтра кто-то положил миллиардов долларов Мгм. туда. Мгм. Вот. То есть мы убираем еще одну из переменных, которые постоянно влияют на доходность DeFi, вот этот объем пула, который неконтролируемо растет. И также мы можем, соответственно, если произошел рост токена, у тебя API на этот пул вырос в 2 раза. Мы можем за счет этого, например, лимит на 2 раза увеличить, у нас будет тот же самый API, который мы хотели, только в 2 раза больше ликвидности уже сейчас интенсивайзится. Вот. Потом мы можем его урезать, люди повыходят, мы его опять уменьшим лимит. Мгм. Ну, вот А таким образом мы вы это так вот. планируете делать вручную, отслеживая это человеческим мозгом, или вы планируете создать какой-то контракт, который будет все время эти значения достигать и перекладывать все это? Ну, вот знаешь, вот в Керве, ну, подобные вещи раз в 2 недели решаются голосованием DAO. Мгм. Например, сколько Мгм. там, над какой пул отсыпать сейчас кервов. Ну, и даже есть такая штука, такое понятие KRV Wars, Мгм. если, может быть, слышали, да, то есть есть там надстройки над кервом, Convex там протокол, там, и Ion Finance. То есть там идея как раз в том, что они заставляли в какой-то момент людей, ну, в своих протоколах отдавать им керв, токен, и качали voting power своих контрактов. И в итоге у них сейчас там до 30% всего voting power Curve в руках, там, конвекса, и там даже больше. Вот. И там уже даже протоколы другие подкупают их, то есть прям у них есть там отдельный прям сайт, там, типа дай взятку, чтобы проголосовали за тебя, там, стоит столько-то, то есть и так далее. Вот, это voting power решает. А в нашем случае еще voting power будет решать не только историю с наградами, но и управление протоколом, то есть параметры протокола передачи данных, вот этого сайдчейна, да, оракулов. То есть, например, какой минимальный размер коллатерала у ноды, какие награды. Награда у нас там стартовая будет в районе 10 годовых. Ну, вот этот, собственно, стейкинг Эйвы, что подразумевает участие в протоколе. Вот. Какое, например, длина эпохи, там, сколько часов, Мгм. ну и так далее. Там, сколько там минимальное количество валидаторов в эпохе, какой порог этих валидаторов. То есть вот это все будет постепенно передаваться в DAO. Вначале, естественно, это утопия, мы будем запускаться с мультисига. То есть мы возьмем там какое-то количество наших партнеров, там, адвайзеров, ну, чтобы совсем уж не делать так, что трастовую историю, что только разработчики, то есть мы там добавим каких-то, может быть, инфлюенсеров еще,
Но вначале, по сути, будет как бы, ну, DAO, ну, такой некий мультисиг изначально. Мгм, Ну, потом мгм, постепенно права будут сниматься с него и передаваться в DAO именно, которые уже децентрализованы. мгм. Вот таким Борис, образом. Борис, не могу не затронуть тему, почему Виталик Бутерин так категоричен по отношению к кросс-чейну. Он в своем твиттере месяц назад написал, что будущее блокчейна — это только мультичейн, а кросс-чейн, типа, это утопия. Вот твое отношение к этому и, ну, судя по всему, судя по тому, что ты сказал, у вас есть как бы пошаговый план, как сделать этот механизм, как сделать этот Да. алгоритм. И я думаю, что у вас есть, в принципе, и понятные как бы тезисы, как вы собираетесь обезопасить его. Ну а что, как бы, Виталик, зачем ему вся эта история с мультичейном? Ну, ему эта история выгодна, потому что он строит экосистему вокруг эфира. Ну, то есть он же сказал, что стратегия развития эфира – это роллапы. Ну, то есть фактически это целая экосистема, там, с чейнами, подобными полигону, например. То есть есть эфир, и есть вокруг него какое-то облако роллапов, которые какие-то специализированные штуки делают. Там Starknet, например, там есть, ну, языка роллапов уже много разных, да, они позволяют, ну, например, протокол DYDX, может, слышал, да, то есть Конечно. маржинальная торговля, они, они полетели, последний вот там был памп, на самом деле, потому что они внедрили там ЗК Старки, не даже не Снарки, а Старки от компании Starkware, то есть которые делают вот этот ЗК Rollup Chain, который Starknet. Но на самом деле вот то, что они сделали изначально, оно, по-моему, и до сих пор также работает централизованно, что мы со Starkware общались, там сервер, который генерит эти пруфы, вот он у них находится, они никому показывают. Ну, не суть. Но суть в том, что это масштабирование, да, вот через вот такие дополнительные чейны. А, и его же трилемма говорит о том, что нет идеального блокчейна. Мгм. Вот. Я не могу с ним не согласиться в том части, именно технической, что он говорит, что да, если заэффектился один из чейнов, который связан вот так вот в узел, то может быть экономическая угроза как бы всем остальным сетям. Это, безусловно, так и может быть, да. Вопрос только в том, что на самом деле в DeFi очень много соглашательств и сейчас. То есть, если, например, говорить там про децентрализацию, какая там децентрализация? То есть, на самом деле, огромное количество протоколов централизованные, у них там либо у нас есть какие-то ноды, ну да, их там 5 штук, или вообще 4. Я вот Мгм. вчера поржал, я посмотрел, мне там скидывали инвесторы, там, вот, посмотрите, инъектив протокол. Типа делают то же самое, что и вы, инъектив протокол, да. Ну, я посмотрел. То есть у них сеть на Tendermint построена, и они, вот то, что я рассказывал, хабчейн историю, вот у них хабчейн это они сами. То есть они внутрь Мгм. своей цепочки космосовской, ну, на Тендерминте основанной, все эти деривативы собирают и торгуют. И они еще сделали ордербук, что там можно торговать, ну, прям как на бирже, на Цексе. Так вот, угадайте, сколько там узлов? 4. В майонете 4 узла, и в тестнете тоже 4 узла. Ну, о чем мы говорим? Какая децентрализация? То есть там, ну, как бы, этим даже и не пахнет. И Виталика Бутерина это, наверное, не смущает. Ну, хотя как, он высказывался, что, по сути, да, то есть трушный метод это только майнинг, а все остальное это как бы ерунда, да. Ну, я имею в виду, что это имеет место быть, оно Мгм. работает, да, Мгм. и этим пользуются там много людей, людям там скорее важна возможность там что-то делать или там упростить пользовательский опыт. Почему? Ну, то есть, вот я топлю за децентрализацию, что очень важно, вот этот создать уровень исполнения децентрализованный. Но на самом деле есть огромное количество протоколов, которым на это плевать, и у них миллиарды долларов, и все этим пользуются. Ну, например, тот же самый мультичейн, который бывший AnySwap. Там, я когда последний раз смотрел, там 9 миллиардов долларов ликвид лежит. А на самом деле валидируют 30 узлов, которые находятся в руках NPC Альянса, это, ну, там какая-то организация. Мгм. У Поли Нетворка там тоже миллиарды долларов крутится, и никого ничего не смущает, потому что это против децентрализации и так далее и тому подобное. То есть, и когда я говорю о том, что, ну, вот лично я считаю, что кросс-чейн это будущее, почему? Потому что это удобно. Потому что можно будет создать огромное количество приложений, которые будут на голову выше того, что есть сейчас. То есть я не говорю, что мы это сами создадим. Мы создаем экосистему, в которой эти приложения будут создаваться. То есть огромное количество кейсов. Лендинг протоколы удобные. У вас есть эфир, там
в эфире или какой-нибудь available актив в любом чейне, а вам нужно срочно где-то перехватить стейблов в каком-нибудь пресейле поучаствовать. У вас там, не знаю, есть врапнутые битки, эфиры или BNB, неважно. Вы закладываете этот актив и в нужной вам сети берете лон, берете в долг там какой-нибудь стейбл. Это же удобно, классно, да? Ну, но этого Однозначно. нет. А Мгм. почему этого нет? Потому что нет дата протокола нормального. Вот. Мгм. При этом, да, придирки к этому очень большие, что, ну и в принципе я сам считаю, что основывать это на корявом дата-протоколе, который бы Мгм. основывался там на Proof of Authority, это небезопасно. Ну, потому что одно дело, когда в мультичейн подходе можно заэффектить один протокол или один чейн. А если описывать, ну, если вот то, что я описываю, делать, да, вот лендинг протокол, например, который бы охватывал там 10 чейнов, да, и так бы работал. Естественно, требования к уровню передачи данных намного больше возрастают, то есть что нужен, чтобы он реально был децентрализованный. Мгм. Поэтому я говорю, что это так важно. Вот. То есть есть, вот, грубо говоря, инженерное мнение, а есть мнение пользователей. То есть с Мгм. точки зрения инженерии, да, действительно, такой взлом, такой вектор атаки, он есть. С точки зрения пользователей, и это, ну, скажем так, дает огромные возможности. То есть построить такие приложения, которых до этого не было в принципе. Вот. Я могу очень много кейсов перечислять. Те же самые GameFi различные, игрушки, которые там сейчас на определенном чейне работают, и они где-то зачастую ограничены. Они могут там распространяться, не делая перезапуск в каждой новой сети, а просто органично добавляя, добавляя, добавляя. А каждый блокчейн — это сейчас отдельный рынок сбыта, это как отдельная страна со своими там правилами, там, налогами, и своей паствой, да, условно, своим там Мгм. Своими электоратом. гражданами. Вот. Nation. Да. Я как бы могу, как это, как в международных рынках, я могу выходить на новые рынки международные, и мне Мгм. не надо каждый раз с нуля там запускать свой протокол там где-то. Я просто добавляю, добавляю, добавляю. Это очень, ну, это всем нужно, то есть на Мгм. самом деле. Вот. Есть уже проекты, которые уже работают как мультичейн, они могут стать кросс-чейн. То есть вот за это мы тоже топим, что условно тот же самый SushiSwap, у которого уже за 12 чейнов перевалило там, вот это количество, он легко может стать кросс-чейн. Если бы было решение, которому не нужно доверять, скажем так, да, то есть надежный децентрализованный способ перегонять данные, то можно было бы и всю эту ликвидность объединить, и это была бы единая экономическая система, а не вот эта раздробленность по чейнам. Мультичейн, он рождает именно раздробленную экономику, Мгм. которая размазано по разным чейнам. Виталику это может быть неинтересно, потому что это будет, скажем так, это будет очевидный переток ликвидности из эфира. Потому что Мгм. сейчас очень много чего делается в эфире, потому что вот эфир надежный, все это платите Виталику, конские комиссии, но продолжайте пользоваться, потому что надежно, потому что там не ломали. Вот. А то, что они там сами откатывали эту цепочку на заре создания эфириума, мы уже, наверное, все забыли. Но я вот недавно статья проскочила вот буквально вчера про историю DDAO, как это все Мгм. начиналось. Вот. Если кто-то забыл, то эфириум начинался с ICO, DDAO токена, который потом сломали, этот смарт-контракт, и потом появился эфириум Classic, потому что вот Виталик предложил, а давайте откатим цепочку назад, чтобы деньги не потерять инвесторские. Вот. А до этого они говорили, код — это закон, Мгм. ничего нельзя Мгм. менять. Мгм. Вот. А когда Виталику стало нужно, он взял и поменял. Да? И, ну, как Мгм. бы очевидно, что Виталик говорит, что кросс-чейн плохо, потому что есть куча других чейнов хороших, там, типа того же Нира, Алгоранда, там, которые только где-то там начинают. Да? Где-то, ну, в Солану я не верю, ну, в плане альтернативы эфиру нет. Солана — это чисто банкстерский блокчейн, который там, условно, на 1,5 компьютера запущен и может упасть и Мгм. откатиться, там, Мгм. собственно, Мгм. в любой момент. Вот. И, соответственно, поэтому и я думаю, что он так говорит, потому что ему это невыгодно, потому что тогда эфир может ну, сильно потерять там в ликвидности или там Мгм. функциональности. Многие приложения просто оттуда смигрируют. Борис, я понял, что в мире крипто-випов существуют разные подходы, разные мнения, и они не являются взаимоисключающими. Я уже теперь понял, что это не категоричные вещи. То есть понятно, что вы вообще все осознаете постоянную угрозу взлома, и как раз по этому поводу существуют, я так понимаю, специальные протоколы страхования смарт-контрактов.
контрактов от взлома. Я думаю, что они также будут как-то привлечены вообще во всю эту движуху. Вот заканчивая наш разговор, хотел бы узнать какую-то информацию инсайдерскую. У нас есть DAO, криптомета DAO. У нас есть люди, которые ждут от нас инсайдерской инфы, которые ждут от нас проектов толковых для установки нод, которые ждут совместного участия в раундах хороших, интересных проектов. И у нас уже есть 2 договоренности об этом с 2 проектами, где мы, как DAO, с кошелька DAO будем участвовать выкупе, чтобы разделить потом на всех разлог и рассылать всем на кошельки. И, соответственно, нам очень интересна инсайдерская информация, когда вы в итоге запуститесь, можно ли будет поучаствовать в валидации вашего протокола и можно ли будет у нас в DAO провести какой-то раунд там на несколько тысяч долларов аллокации вашего протокола. Ну, что могу сказать? Ну, у нас планируется запуск именно TGE, запуск токена, запуск торгов, майнет позже. То есть будет этого. Запуск TGE и торгов ожидается, это конец марта, начало апреля. Вот. Соответственно, в этой версии там, ну, мы как бы вынуждены, да, уже запустить бридж. То есть у нас будет бридж на релеерах, который работает в майнете. Это уже будет децентрализованная версия релееров. Но уже на самом деле в альфе работает децентрализованная версия релееров, но она еще пока что в ПО режиме. Я думаю, что к тому моменту мы уже ее как бы сильно больше децентрализуем, уже людям там отдадим каким-то из первых валидаторов возможность валидировать, ну там партнерские, скажем так, какие-то штуки, да, и, соответственно, полномасштабный запуск можно сейчас только примерно срок называть, что это ну, самое позднее на данный момент по текущему стимейтам, что я вижу, это май. Вот. Может быть, это будет апрель. Вот. И, соответственно, что в этом будет? Это как раз будет кросс-чейн Curve, кросс-чейн Uniswap, там будет возможность стейкинг, бондинг делать и фарминг на стейблах, и фарминг ликвидности Эйва, и полномасштабный, собственно, запуск сети релееров. У нас будет отдельный, ну, то есть первый шаг, вот когда TGE, я говорю, будет, соответственно, проведено IDO на различных лаунчпадах. На данный момент мы видим, что в 3 блокчейнах у нас будут проведены IDO, они будут с небольшими локациями. Вот, соответственно, это история для того, чтобы привлечь еще дополнительных людей, которые еще не в курсе про наш проект. Вот. Но основной public sale, он будет направлен на, собственно, тестировщиков и аудиторию проекта, который уже есть. Соответственно, отдельный сейл будет для тех, кто хочет купить ноды. У нас их там много стоит в списке, уже там, может быть, под 100 или больше человек. Вот. Отдельный сейл будет для них, и отдельный сейл будет для тех, кто, ну, как тестировщики, выполнили все условия. То есть те самые для того, чтобы получить airdrop и получить NFT токены, которые, кстати, да, это тоже надо сказать, что мы создаем коллекцию сейчас 54 тысячи NFT, вот, которые будут как наградные такие значки памятные всем участникам. Вот. И, может быть, со временем у них появится какой-то utility и value, но это секретный секрет, когда это произойдет. Вот. И, соответственно, ну, таким образом, да. Сейчас мы ведем private, активно рейзим. Мы закрыли strategic раунд, по сути, можно сказать, ну, сейчас подбиваем итоги. Первый приватный раунд тоже закрыли, там есть еще второй, то есть они все по разной оценке идут, параллельно рейзятся. Вот. И у нас стоит сейчас большая очередь комьюнити-пулов разных, которые хотят инвестировать. Вот. Может быть, мы отдельный раунд для них организуем после закрытия второго привата. И ну, уже по чуть-чуть более высокой оценке, чем private. Но более низкой, чем на IDO. Ну, это тоже круто. Ну, да, смотря какой разлог, конечно. Если там разлог 10 лет, то как сейчас все делают. Ну, сейчас вестинги у наши текущие 18 месяцев. Первый клифф private будет через 6 месяцев после TGE. 10%. Все остальное будет еще в течение года разлучиваться там ежедневно, ну, линейно, скажем так. Вот. У команды там, и адвайзеров и так далее вестинги еще длиннее, там 20 месяцев. Вот. Соответственно,
В общем, у пабликов листинги будут покороче, конечно. Все. Конечно. Я понял. Борис, очень интересная была беседа, поскольку когда мы пользуемся вообще какими-либо дексами, протоколами, не всегда понятен, что, в общем, под капотом процесс какой происходит. И ты нам, обычным пользователям, приоткрыл, по сути, ту проблематику, на которую направлено, на решение которой направлено ваше внимание. И за это тебе огромное спасибо. Мы теперь понимаем приблизительно вообще, какие существуют здесь подходы даже. Там Виталика подход, твой подход, ваш подход. Очень была интересная тема с хабчейном, который создает, по сути, пул, токен ликвидности пулов, которые из разных сетей разные токены лежат, и они между собой связаны, и они выдают, и они арбитражом выравнивают цену. Это все звучит как бы гениально, но сложно, но на самом деле это все очень просто. И я очень надеюсь, что у вас все получится, потому что это, я считаю, огромный шаг вперед вообще всего мира DeFi. Это шаг к масс-адопшену, это шаг к тому, чтобы еще больше денег притекло в хорошие стоящие проекты, чтобы перестали пилить на эфириуме так часто, или даже то, что пилят на эфириуме, чтобы стало дешевле для конечного пользователя. Вот. Друзья, это был Борис Поварь, SEO Aeva Protocol. Мы желаем ему успехов. Подписывайтесь на наш канал. Приходите на канал Aeva Protocol. Мы разместим ссылки под описанием ролика. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Борис, я надеюсь, что мы с тобой еще сможем сделать какие-нибудь видео по таким конечно, огненным, по горячим темам. То есть что-то вот случилось, и мы специальное включение с Борисом. Борис объясняет, что случилось, потому что мы не всегда понимаем, что случилось. Вот. На этом... Спасибо за интересные вопросы. Да, благодарю. Борис, спасибо тебе. Все, спасибо, друзья. Всем пока. До встречи.